Зима в этом году не просто пришла. Она обрушилась на прибрежный край внезапным арктическим циклоном. Мороз ударил столь быстро и сильно, что гладь водоема застыла буквально за одну ночь, превратившись в безбрежное, безупречно ровное зеркало. На этом перламутровом панцире не было ни единого слоя снега, который мог бы обеспечить хоть какое-то сцепление. Для лесных обитателей, привычных к рыхлому мху, опавшей хвое и мягкой почве, такая поверхность стала непреодолимой и смертельно опасной преградой. Молодая олениха очутилась у края водоема случайно, выбежав из чащи в поисках замерзших ягод и сохранившейся под кустарником травы. Сделать первый шаг по гладкому льду ее заставила случайность — внезапный треск сухой ветки в глубине леса. Испугавшись возможного хищника, животное совершило роковой прыжок вперед. Копыта сразу же потеряли опору. Тонкие ноги разъехались в разные стороны, и олениха с громким стуком рухнула на хрустальную гладь. Все попытки подняться лишь усугубляли положение. Копыта бессильно скользили, не находя ни малейшей зацепки. При каждом отчаянном рывке ледяная корка издавала зловещий глухой треск, разносившийся по всему замерзшему заливу. Охваченное паникой животное замерло в самом центре водоема, тяжело дыша. Морозный воздух обжигал легкие, вырываясь из ноздрей густыми клубами пара, а в широко раскрытых темных глазах застыл первобытный страх. Местные жители, гулявшие вдоль береговой линии, заметили беспомощное животное в центре озера и незамедлительно вызвали спасательную службу. На вызов прибыли пожарные, специализирующиеся на спасении на воде и льду. Ситуация оценивалась как крайне сложная и опасная. Толщина льда была неравномерной, а в центральной части водоема находились промоины и подтаявшие участки, скрытые под тонким слоем свежей наледи. Спасатель, облаченный в яркий ярко-желтый гидрокостюм сухого типа, защищающий от ледяной воды и гипотермии, начал аккуратно распаковывать снаряжение. В его распоряжении были специальная спасательная доска, прочный страховочный трос и мягкие яркие стропы, предназначенные для безопасной фиксации пострадавших. Задачей спасателя было не просто добраться до олененка, но и сделать это так, чтобы не провалиться самому и не спровоцировать животное на новые отчаянные попытки к бегству. Каждое движение на таком льду требовало филигранной точности и колоссальной концентрации. Вес тела необходимо было распределять максимально равномерно, осторожно переставляя ноги и постоянно оценивая прочность покрытия под собой. Шаг за шагом спасатель в ярко-желтом костюме продвигался по прозрачной глади. Страховочный трос, тянувшийся за ним от самой береговой линии, ярко-желтой змейкой извивался по льду. На берегу дежурила группа напарников, готовых по первому сигналу начать вытягивать трос назад. Когда расстояние между человеком и диким зверем сократилось до нескольких метров, олениха снова забилась. Для нее приближающаяся фигура в ярком костюме была не спасителем, а неизвестным крупным хищником. Непонимание происходящего вызвало новый приступ паники. Животное начало отчаянно барахтаться, судорожно бить копытами по зеркальной поверхности и пытаться отползти подальше. Спасатель моментально замер и сделал осторожный шаг в сторону, давая понять, что не несет прямой угрозы. Он опустил спасательную доску на лед и остановился, позволяя олененку немного привыкнуть к своему присутствию. Опыт подобных операций подсказывал: спешка в таких условиях неизбежно приведет к трагедии. Если дикий зверь продолжит брыкаться, он либо повредит себе связки и суставы, либо окончательно проломит тонкий лед и увлечет спасателя за собой в ледяную бездну. Выждав паузу, пока дыхание животного немного выровняется, спасатель опустился на колени, чтобы уменьшить свой рост и выглядеть менее угрожающе. Он медленно развернул мягкий красный строп, специальную петлю, с помощью которой планировалось зафиксировать туловище олененка для безопасной транспортировки.
Сделав еще пару осторожных движений вперед, спасатель попытался накинуть мягкую петлю на корпус олененка. Однако дикий инстинкт самосохранения оказался сильнее. Завидев перед самым носом яркий ред-строп, олениха совершила отчаянный мощный рывок. Ей удалось выскользнуть из-под рук спасателя и проскользить по гладкому льду еще на несколько метров в сторону, прямо к участку с истончившимся льдом. Этот неудачный маневр отнял у обессиленного животного последние силы. Олениха беспомощно плашмя легла на лед, уперевшись мордой в холодную поверхность. Спасатель на секунду замер, оценивая новое положение. Лед вокруг них едва уловимо вибрировал, а страховочный трос натянулся. Нужно было менять тактику прямо на ходу. Второго шанса вытащить обессилевшее животное без травм могло уже не быть. Сохраняя абсолютное хладнокровие, спасатель вновь сократил дистанцию. На этот раз он не стал медлить и давать зверю время на раздумья. Подойдя практически вплотную, он действовал предельно быстро, но мягко. Точным и выверенным движением спасатель накинул ярко-красную петлю через голову олененка и быстро затянул ее вокруг грудной клетки, зафиксировав верхнюю часть туловища. Вся процедура заняла считанные секунды. Олениха попыталась снова дернуться, но мягкие широкие лямки надежно удерживали ее, не причиняя боли и не пережимая дыхательные пути. Почувствовав, что фиксация прошла успешно и обвязка держится надежно, спасатель поднял руку в плотной синей перчатке вверх и подал четкий знак напарникам на берегу. Сигнал был принят. Береговая команда приготовилась к натяжению основного страховочного троса. Первая техническая часть спасательной операции была завершена, но впереди оставался самый ответственный и эмоциональный этап — транспортировка. Тянуть дикое, испуганное животное по голому льду за один лишь трос было невозможно. При движении ноги олененка могли хаотично цепляться за неровности или трещины, что неизбежно привело бы к переломам. Понимая это, спасатель принял единственное верное решение, требовавшее от него огромного сострадания и чуткости. Он полностью опустился на холодный лед рядом с олененком и буквально накрыл его своим телом, заключив в крепкие защитные объятия. Спасатель прижал животное к своей груди, зафиксировав его ноги и туловище так, чтобы исключить любые случайные движения. Одной рукой в плотной перчатке он бережно прикрыл олененку глаза, защищая его от слепящего света и снижая уровень зрительного стресса. В этот момент произошел удивительный перелом. Ощутив постоянное уверенное тепло человеческого тела и услышав спокойный ритм дыхания спасателя, олениха перестала вырываться. Паника, терзавшая ее на протяжении долгих часов, уступила место глубокому доверию. Дикий зверь полностью расслабился в руках человека. Спасатель тихо и ласково шептал успокаивающие слова, не ослабляя своих объятий ни на секунду. Команда на берегу начала плавно и равномерно тянуть трос. Эта необычная пара, человек в ярком гидрокостюме и прижавшийся к нему Олешек, медленно скользила по зеркальной глади озера прямо к суше, словно единое целое. Спустя несколько минут непрерывного движения спасательная группа достигла деревянных причальных сооружений и твердой береговой линии. Здесь их уже ждали коллеги с заранее подготовленными материалами. Как только они оказались на суше, один из спасателей моментально накинул на голову и корпус олененка плотное клетчатое плед-покрывало. Эта стандартная процедура позволяет изолировать животное от внешних раздражителей, предотвращает развитие шокового состояния и помогает удерживать внутреннее тепло организма. Под защитой покрывала спасатели быстро и аккуратно сняли красную спасательную обвязку и осмотрели животное. Олениха не получила никаких серьезных повреждений или переломов, а длительное пребывание на льду не успело привести к опасной стадии гипотермии.
Все действия команды были доведены до автоматизма, чтобы сократить время пребывания зверя в неволе до минимума. Когда все проверки были завершены, а спасательные ремни полностью сняты, настал момент прощания. Спасатель, удерживавший олененка на льду, аккуратно снял покрывало и слегка отступил назад, давая животному пространство для маневра. Олениха не сразу бросилась на утек. Она медленно поднялась на ноги, уверенно ощутив под копытами привычную, твердую и нескользящую землю. На мгновение животное замерло и обернулось. В ее взгляде не осталось и следа от той паники, что царила на ледяном озере. Олениха на несколько секунд зафиксировала свой взгляд на человеке в ярко-желтом костюме, том самом, чье тепло и объятия спасли ей жизнь. Затем, повинуясь зову природы, она развернулась и быстрым, грациозным шагом направилась к опушке леса. Спустя пару мгновений ее силуэт растворился среди заснеженных деревьев. На берегу остались лишь спасатели, сворачивающие трос, и глубокое осознание того, что благодаря человеческой доброте, профессионализму и состраданию сегодня на одну спасенную жизнь в этом мире стало больше.